Дамы и господа, всем привет, с вами Сэр Холмс, продолжаю прохождение Morrowind Tomb Raider Rebuild. Нахожусь в старом Эбенгарде наконец-то же и начинаю этот эпизод с окна повышения уровня, потому что... потому что пора. И, как видите, здесь у нас изображена схватка Вивека, и, похоже, это царь Дреугов, Рудимен. Кстати, я не знаю даже, как это будет по-русски, Рудимен. Дряуги и Займры по-прежнему нас преследуют, короче. И по-любому интеллект, сила воли. И... Сила или выносливость? Выносливость. На повестке дня мисс Райл. Так. Валькрия. Значит... Наша коллега предлагает зачаровать... Ну, видимо, вот это вот. Я думал, с тобой надо обсудить предложение нашей коллеги, чтобы создать зачарованное серебряное оружие. Ну ладно, раз ты предоставляешь мне выбор, я тогда схожу к некроманту еще. Ах, старый Бенгард, прекрасный город. Прекрасное утро в прекрасном городе. Черт возьми, где тут этот наш некромант? Здесь? Нет. Должно быть здесь. Да. О, сладкое мыло. Ну, я бы разулся тоже, но... Ой-ой-ой, простите. У меня лапки. О, как уютно, смотрите, тут у него. Стражник целый стоит. Я не завтракал. Где этот чертов бисквит? Нам. Голова Кланфера, серьезно? Он такой. Безотносительно такой. Прошел мимо. О, биография Борензи. Ну, как-нибудь в другой раз. А так-то мне пора, да, уже второй том бы зачитать. Книга загадок. Знаете, у меня есть на самом деле идея по поводу проклятого камня еще одного. Помните бриллиант королевы Элисанны? По сути-то ведь тоже, а? Только я уже забыл, где он там у меня валяется. Я очень... Ты куда? Ты стой! Морда низкополигональная. Лишь немногие люди отваживаются войти в мой дом. Салютации, храбрец. Меня зовут Хастафос Велифер, и я некромант. Ты пришел поговорить с мертвыми? Очень любопытно, очень целенаправленно. Не мог бы ты рассказать мне больше о мисс Райл? Твой коллега заключил ее в камень душ, и ты говоришь, что она говорит с тобой оттуда? Я нахожу это необыкновенным. Камни душ не могут содержать дух, только его энергию. Дай мне взглянуть. Хастафос осматривает великий камень душ. Очень интересно. Похоже, в этом камне больше, чем видит невооруженный глаз. Он был зачарован, чтобы энергию души можно было использовать, ту, которая внутри него, да, чтобы запечатлять в него душу. Другими словами, призрак мисс Райл был заключен в этот камень душ ее собственной магией души. Это бы объяснило, почему она может говорить с тобой. Могла говорить в Ганде.
Боги знают, что планировал Вахур сделать с ее захваченным духом. Хотя ее дух весьма любопытная вещь на данный момент. Похоже, она все еще способна воспринимать окружение до определенной степени. Учитывая это, я надеюсь, что... Ты не говорил, не обсуждал слишком беззаботно ситуация Миссы с своими коллегами? Ну, вообще, Валькрия Крекс предложила размазать этот камень душ по полу. Ну, это на самом деле уничтожит магию внутри камня душ. Но я не могу сказать, как дух Миссы встретит такой варварский акт, поступок. В любом случае, у меня нет какого-то решения, которое бы гарантировало разделение, отделение духа Миссы от камня душ. Ну хорошо, здесь Ичио предложила сделать из камня душ зачарованное оружие. Эффект зачарования будет не только непредсказуем, но и потенциально вредоносным для души Миссы. Но это действо... с точки зрения морали, ну, не очень хорошее, видимо, так он говорит. Если у нас существует связывающее зачарование, она вполне возможно станет связана с ее новым сосудом, медленно теряя свой рассудок и чувство индивидуальности, пока ее дух будет увядать. Не удивлен, что Органианин оказался столь... Органианка, да, оказалась столь хладнокровной. И тут Холмс понял, почему он злой персонаж. Ну, а каково твое предложение? К счастью, я уже встречался с подобными захватывающими души зачарованиями в прошлом. Чтобы исполнить ритуал разделения, мне потребуются следующие материалы. Черная роза, крылышко лунного мотылька, немного черного лишайника и немного могильной пыли. И, конечно, небольшую плату в 60 септимов. Если ты принесешь все эти материалы ко мне, я освобожу Миссу из камня душ. Тут интересные вопросы тут. Ну, первое, это согласиться. Да-да-да, я все сделаю. Второе, это как я могу быть уверенным, что ты не собираешься использовать душу Миссу в своих каких-то извращенных целях? Ну, это я не буду спрашивать, обидно же. И есть вот такой более тоже хладнокровный. А может, у тебя есть какие-то ритуалы, которые бы смогли какую-то пользу извлечь из духа Миссы? Давай спросим. Нет. Возможно, тебе следовало спросить Вахура. Ишь ты какой, обиделся еще на 5 отношений аж со мной. Ну ладно. Давай о другом поговорим, например, Дилагийской банде. Так, ладно.
2 лампы. Это сеть местных и чужестранцев, аболиционистов, которые пытаются помочь рабам Моровинда и работают над тем, чтобы покончить с рабством. Они вне закона и преследуются во всей провинции. Но в Старом Эбенгарде мы же все свободные граждане империи, не так ли? Ладно, ладно. Ладно, ладно. Так, значит, мне нужно черная роза, крылышко мотылька, черный лишайник и могильная пыль. Ладно, пойду собирать. Что-то у меня из этого есть, возможно. Только зеленый лишайник. Ничего мне, ни черта у меня нет. Ну, возможно, на Руси найдется что-нибудь из этого. Тут рядышком как раз. Буквально вот. Ну, я к ней по делу к тому же. Так, только давай без приколов, как в тот раз. С огненными солями, да? Так. Черные розы есть у тебя? Ну, вот это, похоже, зелье тишины. Я верно расслышала? Наша дорогая Ландора Фалавел из Альмастира хочет, чтобы я сделала что-то для нее опять? Ну, я прямо вся... это... Как я... Благотворительность, но... Она вообще должна... заплатить свой должок для начала. Какой должок? А, она не упомянула 300 дрейков, которые я мне задолжал. Очень интересно. И что ты планируешь делать сейчас, Холмс? Ну нифига, я-то чё тут? Я могу заплатить за ее долг. Она тебе заплатит. Ну нет, с ней такое не пройдет. Надо сходить в Альмастир, чтобы с ней поболтать. Короче, у меня нет времени, я заплачу за нее долг. Ну, как пожелаешь. Но тебе нужно будет и за зелье заплатить. Итого 350 дрейков. Да, договорились. Удовольствие иметь дело с тобой. Да-да-да. О, зелье было добавлено. Так, хорошо. Ну, я, конечно, рассчитываю стрясти побольше теперь с Ландоры, да? Да. Так, давай торговать. Есть у тебя крылышки там всякие? О, есть. Так, черная роза. Так, это все не то. Так, красный лишайник мне не нужен. Так, как бы... О, куча коммуники. О, сколько морозных солей. Замечательно. Но у меня пока хватает, благо, этого всего. Блин, ну серьезно, а? Сейчас... Ай, боже. Ну, ладно, хотя бы одно что-то нашел. Мне... А, слушай, да я тебе продам все вот эти камни. О, блин, слишком, это слишком будет. Так, давай вот опал, чтобы он тут не мешался в инвентаре мне. Спинель, шпинель, ничего это такое. Сапфиры дорогие, передоты и жемчужины. А, вон эти вот эмберы. Они еще и, блин, тяжелые. Так. Кровавые камни. Ну и сначала то, что подешевле, целесообразно продать. Все.
Сколько я таскал это с собой, ужас. Жесть. Так, сюда мне не надо. О. Да, я думаю, мы вместе с вами будем все продавать. Это ж... О, да, давайте-ка сразу я продам вот в Акиздасе или, может быть, Велковский посох. Он, конечно, прикольный, но я не думаю, что мне когда-то он может вообще пригодиться. Клавянское боевое вино, ничего себе. Крепкое вино, там что-то джунипер, это что у нас? Можжевельник. На можжевельнике, значит, так, имперские резервы. В старые дни клавянские лорды пили это, собственно, перед тем, как обращаться к своим отрядам. Да, это придавало им горлам командный голос. Глупо, но героически. Забавно, окей. Так. Ничего нового. Ничего нового. Так, вот здесь я разгуляюсь, да? Давай мне все стрелы, вот эти вот, как их там. Что бы еще выкупить? Вот это вот давай. Я просто думаю, что... Ну, зачем? Электрическое, метательное. Вот это слишком дорого. Ну, если можно что-то выторговать, почему бы не выторговать, потом еще продать кому-то. Только вот чё, кого? Что тут дорогое? У тебя оно не слишком дорогое. Тигриный рев, не, это слишком. Блин, у него как-то это... Адамантиновый лук. О, нормально. Так, а мой, кстати, сколько дамажит? А, не, мой, конечно, ни в какую конкуренцию не идет. Давай вот эти штуки еще куплю. И кому-нибудь их еще продам. Вот, да, этот, ну, видите, у него урон всего 1-2. И он лечит того, кого я стукаю им. Хорошо причем лечит. И еще и командует. Вот, кстати, это прикольно, кстати, что типа, можно всем раздавать, там, крыскам, да, всяким скальным наездникам, этим посохам. Они не будут нападать тогда на тебя. Но, блин. А, бриллиант королевы Элисаны у меня уже был с собой, но он его не принял, да? Ладно. Не считается проклятым. Хорошо. Так, что у нас тут еще есть? Гильдия адвокатов. Я не думаю, что там я что-то еще найду интересное. А вот к этому прохвосту, наверное, имеет смысл зайти. 2500. Но он только всякую одежку, да, продает. Покупает. С этим у меня проблемы. Как бы все полезно. А, ну. Да. Купи-ка, пожалуйста, вот. А, не купишь, ладно. Может, метательные ножи, нет? Я, кстати, хочу даже копье стеклянное продать на самом-то деле. И пользоваться вместо него вот этим вот. Ну, оно слабее раза в 2, конечно, но... Даже еще намного слабее. Но копьем я все равно тыкаю только слабеньких всяких ребят. Блин, какие хорошие тут у них финансовые запасы у всех. Вот, а это водяное копье, оно имеет... Да купил я ваш щит уже, ты чё, дурень, что ли?
Ну-ка, 2 лампы. Не, ничего нового. Да, и вот это вот купи, пожалуйста. Слышь, купи. Адамантиновый лук. Теперь продам ему. Такой перекупанием занимаюсь. Да, давай вот это вот все, пожалуйста. Да, эти дурацкие боты. А эти... Ну, я все равно не смогу их использовать. Ну, я их оставлю пока что. Они любопытные, потому что... Так, это я хотел сохранить. Это все мне нужно. Так, о, можно, наверное, жемчуга всякие ему продать. Так, это все мне нужно, да? Я продал там лишний свиток невидимости. Это все нужно. Так, ну и вот теперь можно перейти к продаже всякого вот этого добра. А, ну, собственно, вот. Может, у него что-то еще есть полезного, прикольного, а? Not actually. А ликарские стволы? Интересно. Да, их вот сюда еще, да-да-да-да. Кавирский щит. Ух, я помню, я в Обливион, когда в одно из своих прохождений играл за воина ближнего боя. Когда меня посвятили в клинки, долгое время после этого носил исключительно, да, вот эти вот кавирские доспехи, кавирский щит. И до черта этим гордился, несмотря на то, что мир давно меня перерос, и все уже... Носили вокруг там любые бандиты куда более крутое снаряжение. А мне было плевать. Я был просто горд, что я такой молодец. Так. Может, ей все влезут? 12 рубинов насобирал, конечно. О! Неплохо я тут деньжата делаю. Так. Ну и все, по сути. Осталось только вот 4 кому-то впарить изумруда. Ой, то есть бриллианта. А, ну, кстати... Ну, потом это все у нордов восстановится, когда запасы финансовые. О, ты смотри. Давай, чё? Чё тебе жалко эти 40 монет или сколько там? Ты смотри какая. Что, у него отношение, по-моему, с 62 до 55 упало за то, что я с ней торговался. Так, ладно, все. Вернемся теперь к квестам к нашим. Где тут пекарня у вас? Где-то здесь должна быть. Гильдия бойцов, кстати, я в нее даже не заходил еще. О, тебя же я сделал нашим товарищем гильдейским. Sir. Банк. Я пытался, кстати, сделать депозит, но там что-то забаговано, по-моему. Особняк Румыса Аникс. Классный герб. Где пекарня? Восточноевропейская компания. Ну, кстати, тут, может быть, что-то мне еще бы предложили. Но пока не хочу я туда лезть. Ладно, давайте так посмотрим тогда. Нет?
Так, что-то я не понял. Так. Турун-стрит, Харроу-Хенд. Напротив Великой часовни Талласа. Ну, возможно, это она. Да, она. Так, давай деньги. Ты шутишь? Я притащила эту муку для хлеба сама из Рорикстеда. Я выпекала хлеб моими собственными руками. Чего я должна платить, не продавая его? Ой, я даже не буду пытаться с тебя стрясти больше. А, ты имеешь в виду этих двух кувшиноголовых вниз по улице? Слушай, аргонянин, я не заинтересован в том, чтобы платить глупые гильдейские взносы. Это вообще не твое дело. Где я покупаю муку или что я из нее делаю? Ты нифига себе, да я ж тебя по морде бы хотел настучать, если бы это не было незаконным. Ох, какой ты страшный дядя. Так, кого куда? Без тебя мне ничего не надо. Да, мне надо искать. Мне надо искать. У вас тут случаем нет могильной пыли, а? Кстати, одна отказалась платить. Ну, ей, похоже, тоже плевать, что. Слушай, купи бриллиант. Давай 2 купи даже. Ой, за бисквит. Кстати, это какой-то другой бисквит. Так, ладно. Не это тут, не мельтешите. Так, хорошо. Так, это модельер, да, у нас? Наверное, вряд ли что-то я смогу ему впарить, да? Да, очень вряд ли. Так, это что, ростовщик, да, у нас? Бриллианты. Ну и все, я все продал. Мне остается только искать вот эти вот ингредиенты. Отравленное крысиное мясо, нормально. Зачем ты его продаешь? Для чего? Ладно, может кто-то захочет сделать отраву, да? Ну, больше ничего интересного. Центурионский глаз я и продал еще в свое время. В смысле? Так, у Америкуса тоже может быть в теории что-то. Да, причем даже много всего, чего тут у него. В смысле глаз Каджита? Жесть. Какие вы тут все прям... Он продает глаз Каджита, ему вообще не парится.
Блин, это все фигня, это все не то. Так, давай биографию Борензии. Второй же там, да? Второй. Так. А настоящая Борензия есть у тебя? Или как там? Истинная Борензия? Первый там только. Флора. Ремонада какая-то. Вампиры. Ну, у него, конечно, да, черта всякой дичи продается. Почему такая дорогая биография Борензии? Что там такого интересного? Вот. Истинная Борензия и то стоит. Подлинная Борензия, то есть, вот, вспомнил. И то дешевле больше, чем в 2 раза. Это странно. Куда более интересное чтиво. Ну, сделай скидочку. Какой ты черт. Каков черт? Так. Аурелион, я не помню, сколько у тебя денег, дружище. Ремонтировать нечего. Так, 600 всего. Ну, мне от тебя, значит, проку никакого. Так, вот здесь может быть что-то. Здорово. Почему ты не за стойкой? Так, нет, здесь... Ну, хотя книги у него, куча книг тоже. Вот. Блин, ладно, не хочу вас утомлять вот этим всем. Потом как-нибудь зайду за кадром к этим ребятам. И к этим тоже. Посмотрю, что у него там из чтива интересного. Чего? А, хостел милости Стандар. Надо, кстати, тоже зайти будет. Я там еще не был ни разу. Но потом. Дела прежде всего. Да, я знаю, что у вас классный арбалет продается. Дичайший просто арбалет. Кстати, у них стрелы тоже неплохие, вон. А, ну это да, разные типы урона у них. Так, здесь что? Зачарователь. Тут вряд ли будут ингредиенты, но проверить надобно. Слушай, по-моему, у тебя не был даже ни разу. Это тоже довольно шенк. Двузубец, что ли? Я не помню, чтоб я у него был хоть раз. Шитье что-то какое-то. Записка. Уриен Паралия. Что написано? Салес. Не знаю, я читать не умею. О, вот здесь, наверное, что-то можно будет. Привет. Аптекарь. Да, черная роза мне нужна. Есть у тебя таковая? И не только. О, так, черный лишайник, давай. Черной розы уже вижу, нет, да? Очень печально. Так, могильная пыль. О, есть. Ну и все, и черная роза только и остается. А где я буду черную розу тебя искать вилкой? Так, черную розу. Вот это, вот это. Ага, да. Черная роза единственное, что мне еще нужно. Так, надо идти вытряхивать. А, вот он, да, дешанский. Всякий бесплатный хлебушек.
Кстати, может быть, у них у кого-то даже найдется черная роза. Они же все-таки покупают ингредиенты. И продают тоже. Здравствуй. О, смотри, много ингредиентов. Но черной розы я тут не вижу тоже. Черной розы тут нема. Unfortunately. Так. Плати это, налог. А, ты собираешь налоги для гильдии пекарей, да? Ну, они не что иное, как очень настойчивые ребята. О, нет, я все еще не заинтересован присоединяться к гильдии. Я нахожу выпечку лучшего хлеба в Старом Эбенгарде намного лучшим бизнесом. Так, сколько я там задолжала им? 120. Можно обвести вокруг пальца, но мне на самом деле плевать уже на такие копейки. Мне проще, ну, затребовать сколько надо, и чтобы ни у кого вопросов не возникало, черт подери. Да, 120 септимов за то, что ворочаешь бизнесом без одобрения гильдии пекарей. Да. А этот раз 120 септимов, а? Это вдвое больше, чем они в прошлый раз просили. Ну, я, пожалуй, откажусь на этот раз. Тебе интересен, может быть, свежевыпеченный хлеб? А давай, кстати, чё бы нет. Давай, вот, багет Дишанского, пожалуйста. Черт с ними со всеми. Да? Я бы тоже не стал платить. У меня впечатление, что все откажутся. Бедная гильдия пекарей. Ну, так-то, конечно, это здорово. Назваться гильдией пекарей и трясти со всех пекарей теперь налог. Так, черная роза, нет? Черт. Давай, плати налог. Ай, оглянись. Это не лучший ты регион, ну, район Старого Бенгарда. Я выставляю старый хлеб в корзинках напротив двери для бедных и бедных в этом городе. А так я бы его просто выкинул. Это все не вредит гильдии пекарей и не вредит моему бизнесу. И знаешь ли, мне не интересно присоединение к гильдии. Ну, какой у тебя благородный это общественный дух. Я уверен, что ты ну, я думаю, что гильдия пекарей может пересмотреть свои взгляды, скажем, за 500 септимов, можно сказать, чем. Я уверен, что ты можешь найти покупателя своей продукции. Возможно, гильдия могла бы помочь тебе с контрактом. Если ты заплатишь 290 септимов, которые ты задолжал, я уверен, что мы можем прийти к подходящему соглашению. Ну, давай так, вдруг он реально согласится. Невероятно. Все, о чем заботится гильдия, это доход. Они разве не знают, что жизнь на самом деле непроста для всех в этом городе? Разве их заботят, что я раздаю свой хлеб? Это мой хлеб. А теперь не мог бы ты, пожалуйста, убраться из моего магазина? Сэр. Окей, окей. Пошли вы все. И пошел я, да? О! Да, здрасте. А вот у нас самозванная... Как ее там? Самозванная шлендерка. У нас Мария очень наблюдательно заметила, что у нее голос совсем не данмерский, да? Вы слышали? Не-не-не. Очень такой
Лесно-эльфийский голос у тебя. Говорит, я мудрая женщина оттуда. Приветствую, мой друг. Я Сертель, путешествующая мудрая женщина. Я вижу, что ты и сам путешественник. Возможно, я смогу заинтересовать тебя замечательными талисманами и амулетами моего народа. Если спросить про мой народ. Что ты имеешь в виду? Что я плохо играю, видимо. Вздыхает. Ладно. У меня ничего общего со шлендерами нет. Я даже не могу назвать ни одного проклятого племени, если я должна была бы, но... Девчонка же должна на что-то жить, нет? Как будто я кому-то делаю плохо. Просто... удобряю кое-какие старые штуки некоторыми магическими мумба-юмбами, знаешь ли. И покупатели остаются с чувством чего-то такого чудесного. Ну окей, ладно. Да, понимаю, все мы зарабатываем на жизнь, чем можем. Да, кстати, у меня, по-моему, ингредиенты тоже продаются, вон. Так, что бы еще спросить тебя? О, 2 лампы. Они очень скрытные, конечно же. Но в нашем городе много тех, кто открыто поддерживает их дело. Хостел милости Стендара, канализации и Эльсвейерская миссия. Это места, где я бы искала. Если бы я пыталась их найти. О, интересно. Так, ладно. Хостел. Я там не бывал, но вот, кстати, да. Повод туда зайти. Канализация. Эльсвейерская миссия. Нету розы, к сожалению. Ладно. Так, и что у нас? Остается последний пекарь-любитель. Гул, эй, братишка. Не толкайся, ну что ты идешь в меня прямо? Ну, здорово. Эти скребовые пироги выглядят ничего твои. А черных роз у тебя нет, да? Давай, поддержу твое дело. Ну, блин, я скребовыми пирогами, конечно, уже объелся, но черт с ним. Он даже скидку мне делает, смотрите, какая прелесть. Слушай, давай-ка это... Я тебя правильно понял? Ты хочешь, чтобы я заплатил налог? К чему-то? Во что у меня нет желания присоединяться? И ты хочешь, чтобы я носил рукавицы, когда я пеку хлеб? А к млекопитающим ты те же самые требования предъявляешь? Почему ты вообще меня оскорбляешь таким образом? Ну, блин, я-то вообще сам отнесся спокойно к такому даже. Так-то, блин, у тебя когти и все дела, ну. Все, что тебе надо, это заплатить 60 септимов. Это будет хорошо для твоего бизнеса. Не, я так не думаю. Ну, а теперь, если тебе интересен свежевыпеченный хлеб, я буду рад тебе продать некоторый. Если нет, нам больше не о чем говорить. Лол. Пойду теперь расстрою гильдию пекарей. Возможно, я тут в трактире смогу прикупить кое-какую черную розу, не? Императрица Катария. Ах, тише, 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 как вы ходите все отчаянно прям. Здорово. Нет черной розы.
Черт возьми, винтажный бренди зато есть. Все, тихо, тихо. Well, what may I do for you? Клоун. Ну, кстати, продает вообще все, но, к сожалению, опять же. К сожалению, опять же. Что за топор? Просто топор. Да, мне сюда, мать Олеся. И на этом месте игра вылетела, и я уже было ужаснулся, что обычно в таких случаях запись портится. У меня там было 45 минут, но каким-то чудом она сохранилась. Все хорошо. А бисквитов, правда, два разных вида, ты смотри. Здравствуй. Все отказались. Я сдаюсь. Не, подожди, не так. Я все еще этим занимаюсь. Но они все не хотят платить, понимаешь? Ну, ей плевать. Ладно. Ну, может, если с ними надо еще раз поговорить. И мне все еще нужна чертова черная роза. Но может она в Акаморе найдется. Так, ладно, давайте на этом пока закончим на сегодня. В следующей серии еще раз всех оббегу, наверное, и в Акамору наведаюсь через телепорт. Вот, да, спасибо, что смотрели. С вами был Сэр Холмс, Tomb Raider Rebuild, Morrowind. До встречи в следующих эпизодах.